Итак, я приехал в Беслан, печально известный по теракту 2004 года. Собственно, вот здесь территория школы номер 1, где все случилось. Решил, что это надо посетить обязательно здесь. Тем более, что вот сейчас, после событий в Москве, в Крокус-Сити-Холле, это все еще в 10 раз более актуально, поэтому проехать мимо не было возможности. Надо было зайти. Ну, в общем, все это оставляет такое довольно гнетущее впечатление. Ходить вот по этому залу, представлять, как это все случилось 20 лет назад. Там много фотографий детей вот моего года рождения, там младше, да, и вот думаешь о том, что... Ну, о том ужасе, который там произошел. И говорю, да, вот особенно сейчас, после Москвы, буквально через 2 дня, это все воспринимается, наверное, еще более страшно. А сам Беслан, кстати, прекрасный город. Очень такой спокойный, тихий, приятный, чистый. Сейчас надо добраться до автовокзала и оттуда уже двигаться во Владикавказ. Собственно, такой план. Мы прилетели во Владикавказ 24 марта и изначально не планировали тут задерживаться. Нужно было сразу ехать в Тбилиси по военно-грузинской дороге. Но в горах еще лежал снег, дорога оказалась закрыта из-за угрозы лавин, открыть обещали со дня на день. Мы решили не терять времени и насладиться Северной Осетией. Заселились в странный хостел на краю города и весь первый вечер просто гуляли по уютному и уже знакомому мне Владикавказу. Вообще город очень приятный и чистый. Здесь стоит задержаться хотя бы на пару дней. Много прогулочных зон, особенно популярный вытянутый проспект Мира, идущий параллельно течению Терека. В ясную погоду с него шикарный вид на окрестные горы. Ну а на следующий день мы поехали в Даргавс, он же город мертвых. Старинный средневековый некрополь, состоящий из склепов, где хоронили покойников вплоть до 19 века. Сам Даргавс находится в горах, но из города ходит маршрутка, добраться туда не проблема. А вот на обратной дороге нам пришлось стопить. Пока ждем во Владикавказе открытия военно-грузинской дороги, решили не терять время. Тут много в Осетии интересного. Вот приехали в Даргавс, город мертвых. Аутентичное место. Погодка тоже соответствует. Туман лежит на горах. Сзади нас вот некрополь такой потрясающий. Сейчас пойдем внутрь, посмотрим.
Впечатления, конечно, специфические от этого места. Тут так тихо, что и логично соответствует, в общем, сути места. Вот. Приехали сюда на маршрутке из Владикавказа. Она постояла минут 15 и уехала. Сказала, ну, типа, вам хватит 15 минут. Но их не хватило, потому что мы забирались тут к этим домикам, к башне. В общем, сейчас тут будем, не знаю, какую-то машину стопить или что-то, потому что, ну, вариантов нет. Тут довольно холодно, а назад 30 с чем-то километров, поэтому да. Да? В советское время? Да. Сейчас нету, да? Самая популярная санатория была. Нет, сейчас там погранзона, пограничники. На обратном пути из Даргавса нас подобрали две милые женщины с ребенком. Ехали мы по знаменитому Кармадонскому ущелью, и когда они узнали, что мы не видели стеллу, посвященную Бодрову, погибшему тут под лавиной в 2002, они специально тормознули там на несколько минут. Потом мы вернулись в Владикавказ, вечером снова гуляли по центру, а на следующий день дорогу на Грузию открыли. Мы собрали вещи, зашли по дороге в церковь, от которой открывается классный вид на весь город, и уже потом на автобусе двинулись к границе. Продается. В общем, приехали мы сейчас из Владикавказа на границу с Грузией, КПП Верхний Ларс. Боялись, что пробка будет жестче, но тьфу-тьфу-тьфу, она так рассасывается. Сегодня открыли наконец-то границу, вот сейчас будем пробовать выезжать. Сейчас надо нам дойти до края того, до КПП и, ну, по классике, стучаться в какую-нибудь машину, кто добрый нас возьмет. В крайнем случае за деньги что-нибудь там сунем. Вот. Но главное, чтобы перевезли в Грузию, а там уже посмотрим. Там автостоп или что. Вниз свободно. Вниз летали, вниз нейтралка свободно. Значит, все линии работают нейтрально. Да. Там с Божьей помощью или с чьей, но мы добрались до Тбилиси. Нас привезли прекрасные два армянских дяденьки, которые вообще не взяли с нас ни копейки денег, довезли до самого Тбилиси. Правда, мы очень долго добирались. Мы просто безумно долго стояли на таможне. Проходили все пробки, очень долго все разъезжалось. Потом мы поехали по военно-грузинской дороге. И вот мы в Тбилиси, раннее утро. Очень холодно. У нас ни копейки денег. Я забыл перчатки у них в машине. Но мы все очень рады все равно. И сейчас идем в какой-то обменник, который нам указали карты, который якобы работает, чтобы иметь какие-то лари, чтобы иметь возможность что-то съесть. По-моему, довольно неплохой план. Мне еще нравится Руставели тем, что здесь можно свернуть с него буквально куда-то в бок и оказаться в таких классных двориках со старинными зданиями, с потрясающей архитектурой.
Вот здесь вот. Это такие вот места. В Тбилиси мы приехали ранним утром, совершенно без сил от сложной дороги. Заселились в недорогой хостел, отдохнули пару часов и пошли гулять в центр. Я бывал здесь несколько раз и базовые достопримечательности уже видел, поэтому сразу предложил подняться на канатке повыше, чтобы показать Ане все с высоты. Тут с холма на город величественно взирает мать Грузия, а заодно открывается просто шикарная панорама столицы. Вниз мы шли уже в сумерках, медленно петляя узкими древними улочками, периодически заворачивая в довольно уютные и атмосферные подворотни, пока не вышли к самой реке. На следующий день мы уже покидали Тбилиси, но перед этим решили взглянуть на крупнейший храм Грузии – собор Цминда Самиба, тем более, что он совсем рядом. Мы выселились из уютного и атмосфернейшего хостела и пошли на станцию метро Авлабари, откуда до собора 10 минут ходьбы. Храм стоит на холме, практически в самом центре, и является важной архитектурной доминантой. Его высота более 80 метров, что делает его одним из самых высоких православных храмов в мире. Он строился в начале 2000-х на территории старого армянского кладбища, что вызвало большие протесты со стороны армянской общины города. При строительстве даже находили кости и надгробия. Сам храм в итоге осветили в 2004-м, и сегодня это главный собор Грузинской православной церкви, который, конечно, поражает своим величием. В этот раз в соборе проходило важное мероприятие. Как мне рассказали, шло торжественное перезахоронение нескольких солдат, погибших в грузино-абхазской войне в начале 90-х годов. Народу собралось очень много, и вообще все было как-то торжественно и величественно. В Грузии везде можно купить биткоин. Просто стоят автоматы, заходишь, пополняешь свою крипту. Очень забавно. Из Тбилиси наш путь лежал на запад, к границе с Турцией, но по дороге мы решили заехать в Мцхету, древний и красивый город у слияния рек Арагви и Куры. В древности Мцхета была столицей царства Картли, или по-гречески Иберия, и здесь сохранилось несколько важных древнейших храмов. Первый – это величественный Светиц Ховели, который на протяжении последних 1000 лет является важнейшим центром христианства в Грузии. Другая знаковая церковь – монастырь Джвари, или Крест в переводе. Этот небольшой храм датируется концом VI века, то есть ему примерно 1400 лет, и стоит он в дико живописном месте на высоком холме над тем самым слиянием Арагви и Куры. Новый день в Батуми.
довольно пасмурно здесь, хотя тепло, на самом деле, на улице, наверное, градусов, ну так, 18, да, где-то. Вот. В общем, мы только вчера приехали, на самом деле, ночью. Немножко тут погуляли, сходили на море, заселились в хостел. У нас планов тут долго тусить нету. Мы сейчас идем на автобус, который до границы с Турцией, и будем пересекать. Не знаю, насколько это долго, но будем пробовать, смотреть первый раз. Senci.